Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Василя. В данном мастер-классе мы свяжем шарф вот с таким вот красивым рельефным узором. Данный узор подходит как для мужских, так и для женских шарфов. Вязание у нас начинается с ширины полотна, а длину вы уже вяжете такую, которая вам необходима. Шарф у меня шириной 20 сантиметров, а в длину он получился 145 сантиметров. На данный шарф у меня ушло 3 мотка пряжи Ализа Суперлана Макси. Здесь у нас в 100 граммах идет 100 метров, 75% акрил и 25% шерсти. Цвет данной пряжи номер 207. Если вы хотите шарф подлиннее и с двумя оборотами такой же ширины, то необходимо будет 4 мотка. Тогда у вас выйдет длина около 180 сантиметров. Для вязания я использовала крючок номер 7. Вязать необходимо более так свободно. Если вы вяжете очень туго, то я рекомендую взять крючок побольше. Приступим к вязанию. Всем приятного творчества! На ширину 20 сантиметров я набираю 22 воздушные петли. Количество петель для узора должно быть четным. Итак, делаем петельку. Заводим крючок, вытянули нить, и данную первую петельку я не затягиваю, я ее тоже считаю. Это у меня будет первая петля, далее вторая, третья и так далее. Провязываем 22 воздушные петли. Петли старайтесь провязывать свободно, для того чтобы низ не был стянут после того, как мы провяжем первый ряд. Далее мы делаем 2 воздушные петли. Раз, два. Вот у нас идет косичка, мы ее переворачиваем. И здесь у нас идут вот такие вот перемычки. Мы будем их захватывать и провязывать первый ряд. Делаем накид на крючок. Отсчитываем 2 перемычки. Первая, вторая. В третью вводим крючок и провязываем полустолбик с накидом. Вытягиваем петельку. Вытягивайте ее хорошо на высоту с петелькой на крючке, и все 3 петли мы провязываем вместе. Далее вводим в следующую перемычку и провязываем соединительный столбик. Вытянули петлю и через петельку на крючке провязываем. Далее снова накид в следующую перемычку, вытянули петлю хорошо. И все 3 петли провязываем вместе. Далее соединительный столбик. Полустолбик с накидом. Снова соединительный столбик. И вот таким образом довязываем до конца. Самый последний у нас будет соединительный столбик. Провязываем последнюю перемычку. Здесь у нас идет соединительный столбик. Все, мы провязали первый ряд. Теперь мы его измерим. После того, как провязали первый ряд, измеряем. Вот у нас 20 сантиметров выходит. Далее в конце мы всегда делаем 2 воздушные петли. Первая, вторая. Переворачиваем. И смотрим сверху. Вот у нас идут косички. Отсчитываем 2 косички. Первую, вторую. И под третью мы провязываем полустолбик с накидом. Либо если отсюда посмотреть, вот у нас первая наша петля идет. Либо сверху. Раз, два, под третью. Накид на крючок, вводим под третью петлю от крючка, вытянули и провязываем полустолбик. Далее в следующую петлю соединительный столбик. Далее снова накид, полустолбик с накидом. Вот у нас идут косички, под них вводим и провязываем.
И таким образом довязываем до конца второй ряд. Второй ряд у нас также заканчивается соединительной петлей. Вот во втором ряду осталось провязать полустолбик с накидом. И последний соединительная петля. Вот у нас вот здесь вот петелька идет. Она как бы идет вот так вот вниз. Не забывайте ее провязать. Ряд всегда заканчивается одинаково. Провязываем соединительную петлю. И начинается ряд точно так же одинаково. Всегда провязываем 2 воздушные петли в конце. Переворачиваем. И провязываем полустолбик с накидом. Вот в эту петельку. Либо смотрим сверху. Первая, вторая, в третью. Делаем накид и провязываем полустолбик с накидом. И далее под следующую соединительный столбик. И таким образом ряды у нас повторяются. Довязываем до конца. Здесь не забываем в самую последнюю мы провязываем соединительный столбик, 2 воздушные петли. В третью петлю от крючка мы провязываем полустолбик с накидом. И все, таким образом мы вяжем необходимую длину шарфа. Сейчас я покажу вам, как соединить нить со вторым мотком. Вот у вас, допустим, заканчивается нить. Я буду показывать специально другим цветом, чтобы вам было понятнее. Конечно, можно сделать узелок, но из толстой пряжи он будет смотреться очень грубо. Поэтому мы вот здесь вот провязываем. Вот остался у нас кончик. Здесь у меня следующий идет полустолбик с накидом. Вытягиваем петельку. Вот у меня 3 петельки на крючке. Мы их провязываем уже нитью с другого мотка. Вот таким образом провязали. Вот эти кончики мы укладываем вдоль вязания и провязываем их вместе. Далее вяжем соединительную петлю, полустолбик с накидом. Вот они, кончики нити у нас здесь лежат. Снова соединительная петля. И вот таким образом мы сделали соединение. Здесь вот эти кончики лишние можно будет потом отрезать. И вот так очень легко можно соединить нить со второго мотка. Как провяжете шарф до конца. Вот последняя петелька. Продеваете нить через петлю и полностью ее вытягиваете. Далее здесь затянули. Все, кончик нити прячем под петельки. Можно взять пластиковую иглу и продеть здесь. Либо сделать это крючком.